Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Скорпион. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 1 по 10 сентября. Уже осень на пороге, совсем скоро, со следующей недели. Давайте узнаем, какие знаки судьбы, и мы достанем 3 карты, нам подскажут карты, что в эту декаду произойдет для вашего знака зодиака, с чем это будет связано. И в целом сентябрь – это месяц работы. И знаете, такой момент, очень тонкий нюанс, называется уязвимость. Проработка собственных уязвимостей. Это что? Это то, о чем мы никому не расскажем. Это то, что глубоко в нашей душе. Может быть, мы еще и глубже закапываем это. Но вот есть этот триггер, который нам мешает идти дальше. То, что, может быть, мы повторяем какую-то ошибку, или мы как-то однобоко воспринимаем какую-то ситуацию. Тут у каждого по-своему, у кого-то это будет личная жизнь. Вот в какой сфере жизни у нас что-то пробуксовывает. Скорее всего, это будет связано именно вот с какой-то нашей уязвимостью. Иными словами, откуда ноги растут от какой-то проблемы. И мы ведь, согласитесь, вы люди реалистичные. Мы ведь не можем изменить людей, людское мнение. Мы не можем изменить какие-то обстоятельства. Но вот наша задача, раз уж мы с вами живем в эпоху перемен, отстроить свое благополучие, а может быть, используя новые методы. Но если уже эти перемены внешние происходят, то они заставляют и нас где-то измениться или изменить отношения. Ну ладно, давайте посмотрим. 3 знака судьбы. А может быть, это как ключевые события, главные события. Вот с чем это будет связано, мои дорогие скорпионы? Первый знак судьбы, второй, третий. И мы раскроем эти карты в самом конце. А сейчас мы с вами достанем, что прояснится. Вот давайте, что же там прояснится в ближайшие 10 дней для вашего знака зодиака? Что уйдет, а что придет взамен? И по основным сферам жизни тоже спросим. Первая карта. Вот смотрите, тут правосудие. Не нарушайте, ну так, на всякий случай, закон. Или, знаете, когда вы, ну, вот пусть у вас свое дело, бизнес, творчество, или вы руководящий работник, лицо, которое ответственно не только за себя, но еще и за людей. Вот что-то перепроверить тогда надо. Может быть, какую-то отчетность. А если за других людей, так и других людей надо перепроверить. Понимаете? Потому что, ну, это ж не секрет, всегда отвечает руководитель. Вот себя подстраховать. Но и быть готовым к дипломатии. Вот это у нас сегодня колода 78 дверей. Открыты двери или закрыты? Каков ключ? Ключа нет. Как бы ручки даже нет на двери. И дверь такая здоровенная, дубовая явно, да. Так вот, трое, которые спорят на лестнице, нам карта как будто говорит, как только они достигнут согласия, дверь откроется сама. Поэтому дипломатия, конечно, но и законность, да. Закон, правопорядок, может быть, кому-то буквально доведется контактировать с сильными мира сего или с теми людьми, которые отвечают за какой-то регламент или как действуют в рамках своих полномочий, но есть какая-то конкретика. Это старший аркан. Это не то, что мы хотим, инициируем, но это то, что происходит помимо нашей воли. Итак, личная жизнь, по сферам жизни смотрим, и любовь. Вопросы дома, может быть. Финансы, энергии. Дела, работа, бизнес, у кого-то учеба, у кого-то документы, согласования и прочее. Вот смотрите, что прояснится. Точно какая-то ситуация по правосудию, по справедливости. Вы сами можете тут с чем-то как разбираться. По королеве мечей, ох, очень продуманные действия, мои дорогие, потому что мы можем где-то замечтаться, да, или вот как представлять что-то. Но все-таки по королеве мечей имеется в виду интеллект в первую очередь, да. А, слушайте интуицию. Интуиция – это у нас как раз и есть тандем интеллекта и пережитых событий нашего опыта. Но это уже без эмоций, поэтому и королева мечей у нас тоже без эмоций. Иногда проходит такое значение, когда нам что-то надоело, нам хочется быстрее это завершить, подвести к знаменателю, причем так рационально. Иногда эта карта будет говорить о том, что ведь это карта независимости, вам придется свою независимость буквально сохранять. И мы ведь никому ничего не говорим, мы продумываем свои шаги, ну, сами с собою. И, может быть, даже если проверяем что-то, то делаем это в каких-то
Ну, это не есть какая-то афиша, да, если вот, как я говорила, вы руководитель, а вам нужно проверить сотрудников, может быть, и нерадивых, такое тоже могу допустить, но тогда это мы не делаем на вызове на каком-то, понимаете, мы тут как-то аккуратно. Все же независимость ваша– это основа вашего приоритета, и независимость не есть доказательство. Тут скорее наоборот. Мы должны для себя какой-то запасной аэродром оставить или пространство, когда мы можем отступить полшага назад. Тут есть что-то, что мы не знаем, как может развиваться. Мы только можем предполагать, но мы все во власти внешних каких-то событий, и мы не можем опять же гарантировать, как отреагирует какой-то человек, или мы можем даже не знать букву какой-то закона. Вот тут надо и прояснять для вас, и действовать как-то очень осторожно, но прояснить какую-то сложную даже ситуацию, вот так рационально. Никаких эмоций по этой карте вы сможете. Что уйдет? Королева Пентаклей. Ну, иногда бывают буквально люди, которые рождены под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, или имеют там асцендент. Вообще это люди надежные. Но, может быть, это какая-то финансовая составляющая, ведь иногда это именно говорит о нашем труде, каким образом к нам приходят деньги, или когда мы дома что-то улучшаем, или решаем вопрос с нашими близкими, родными, с детьми. Ну, самые разные вот такие моменты. И это не уходит, понятно. Но я так вижу, что вы какой-то просто вопрос сложный можете завершить. Или внести в свою жизнь больше ясности. Хотя я допускаю для кого-то из вас новые, может быть, источники дохода, потому что прежние не работают. Кто-то будет реструктурировать свой бизнес или даже личное дело, творчество. По работе вы можете сказать себе, я строю карьеру, и уйдет, да, какая-то прежняя должность, прежние какие-то, ну, ваши, вот чем как род занятости, с деятельности. Здесь тоже, скорее всего, будет пересмотрено, откуда приходят деньги или каким путем. Ну, может быть, для кого-то из вас отчасти какой-то переезд, ведь тут такое тоже может быть. Или смена сферы деятельности. Вот интересно, давайте посмотрим, а что придет взамен. Ну, наверное, эти 10 дней, они, знаете, не самые такие, когда мы с места в карьер куда-то срываемся или так вот быстро на ходу, а, наполнены каким-то энтузиазмом, кстати, и на этом энтузиазме пытаемся быстро что-то начать и закончить. Нет, тут явно какое-то дело, тема, процесс быстро не решается. Да, для вас тут явно уже какие-то перспективы будут. Почему? Не случайно ведь выпадают мечевые карты. Мечевые карты– это у нас рационализм и интеллект. Обстановка такая двоякая вот в эти 10 дней. И если у нас что уйдет? Уверенности нет. Вот по королеве Пентаклей, по сути дела, уверенность. Вот у вас как будто уверенности, вы люди очень интуитивные, значит, вы где-то можете предчувствовать, да, 50 на 50 какой-то вопрос. И вам буквально нужно пронаблюдать. Хотя мы можем быть, дверей, кстати, закрытых нет, обратите внимание, по королеве мечей тоже. И тут открыто как бы дверной проем. Да и здесь королева Пентаклей сама открывала дверь. Вот, кстати, что идет? Это вы кому-то открывали дверь, вам кто-то помогал, а теперь вы будете менять сотрудников. Или задумаетесь об этом. Ну, как это сделать? Как это сделать красиво? И вы можете быть со стороны вот этого человека, который выходит из своего явно богатого дома, но и вот этого молодого человека. Нам о нем ничего не рассказывают, но одет он никак, чтобы не привлекать к себе внимания. И кто его знает, может быть, у него очень много полномочий. Хорошо сложен молодой человек. Так вот, и мы можем за кем-то наблюдать, но и за нами могут наблюдать. По пажу это всегда все пажи вестники, поэтому какие-то новости вы получите или вы что-то узнаете. Причем случайно можете что-то узнать. Кто-то проболтался, мои дорогие, сорока на хвосте принесла. Вот это тоже может быть. И, кстати, у кого-то это, знаете, как новая точка отсчета. Вы узнаете эту новость и понимаете, нет, Скорпион, давай-ка ты с этой минуты будешь себя беречь. Вот даже так у вас может проиграться в эти 10 дней. И вы сразу быстро переключитесь. Ваша чуйка, мои дорогие скорпионы, она работает на все 100%, если не больше, по максимуму. И это будет правильно.
потому что обстановка такая еще зыбковатая. Как и люди, непонятно, что от них ожидать. Вот есть такой момент. Так и вы-то сами тоже пока видите или зависите, может быть, от внешних событий, понимаете. Тут нет, я не могу кому-то сказать четко да или четко нет, потому что еще какие-то нюансы, противоречия есть и в вашей жизни или условности. Опять же, это не то, что вы инициируете, а это вокруг нерешенные какие-то вопросы. Или предстоит вам еще взаимодействие с теми людьми, от которых непонятно, что ждать. Ну вот интересно. Тем не менее, давайте по сферам жизни. Любовь, личная жизнь. Ну вот сейчас наш человек двери новые поставит в дом и будет сам думать, кого впустить в этот дом, а может быть перед кем-то и закрыть эту дверь навсегда. Карта, тем не менее, великой силы, великой мощи, но мы ее сохраняем. Девятка по нумерологии, впереди перемены. Да, тут вот не постоянная какая-то константа, тут временное вот такое состояние, когда нужно быть настороже, тогда больше бонусов. И знаете, мои дорогие, тут ведь могут и люди на вас воздействовать, чтобы с чем-то вы согласились или приняли, ну, чей-то взгляд, может быть, на некоторые вещи, ну, даже по работе, даже так вот, например, да. Но тут все равно берегите себя сами. Мы по девятке жезлов именно озадачены тем, что сохранение нашего статуса, сохранение нашей какой-то, ну, базы, мы, может быть, и материальной, или откуда к нам приходят деньги. Пусть это на какой-то период короткий, да, но пока вот не время, эти перемены вот-вот будут. Ты еще что-то узнаешь. Но пока мы все сохраняем. И сохраняйте своих любимых, сохраняйте все то, что вам дорого. На любовь тут вы укрепляете свои позиции, мои дорогие, и не спешите действовать. Вот как-то так. Хотя нам уже девятка жезлов говорит, что идти-то вперед придется, да, ну так, аллегорически говоря, но тогда искусство мелких шагов. С учетом этого триплета точно. Сделал шаг, отдышись, осмотрись, посмотри, послушай, что говорят, что происходит. То есть вот этот вот анализ, он, наверное, будет вам точно помогать. Что же там по финансам? А вот есть какое-то разочарование. Может быть, это вы что-то приобрели, вот даже у кого-то банально. Купил на эмоциях, бывает такое. Может быть, это прежде, а потом понимаете, что «а зачем?» А вот как-то не приносит мне эта вещь радость. Или что-то вот там, ну, со знаком минус. Для кого-то из вас тройка мечей, ведь это карта выздоровления. Кому-то вы долгое время помогали, а теперь вы закроете эту дверь. Я такое могу предположить. Тут, скорее всего, вы видите, мои дорогие скорпионы, сэкономил, 2 раза заработал. Ну, по крайней мере, этот режим вам захочется включить. Не захочется минуса какого-то по тройке мечей. Тут явно была та ситуация, которую вы когда-то пережили, и, может быть, эмоционально потом какой-то срок еще и выходили из жизненного тупика. И вам здесь не захочется повторить. Что-то может по финансам до боли напоминать знакомую ситуацию. И для вас это, мои дорогие, явное предостережение. Значит, я могу предположить, кто-то из вас, все то, что я говорила по первым 3 картам. Это ваша, опять же, чуйка. Вы чувствуете, нет, что-то вечер перестает быть томным или куда-то не в ту сторону идут эти дела, отношения, пусть даже по работе или финансовые мои дела. Тут мне нужно какую-то перерокировку сделать, это точно, и это будет выздоровление. Но внимание к деньгам определенно необходимо. Потому что должно быть не просто, знаете, как вы уйти должны от какого-то минуса, а это еще и выздоровление предполагает карта. По тройке мечей мы знаем, что это всегда как раненое сердце. Это могло быть прежде предательство, или когда вы в чем-то участвовали, а человек, ну, черной неблагодарностью отплатил. Нам довелось пережить эти сложные эмоции, прежде чем нас отпустило. С одной стороны, это мы можем и узнать, кстати, информацию об этом человеке, и отпустит. Вот у кого-то будет так. Почему нет? Как возмездие. Ну, не очень, может быть, хорошо звучит, но, тем не менее, вам от этого будет, ну, как-то так, нейтрально, что ли, больше на душе. Не будет вот этот триггер, кстати, или вот эта уязвимость вас цеплять. Тут именно выздоровление. Какая-то история была завязана, закручена именно с финансами, я вижу.
Может быть, с таким человеком, который видит только деньги. Ну что вы, это не секрет. В окружении любого, наверное, из нас есть такие люди. И мы долгое время, ну, знаете, какой-то тонкий подход к нашим душам имеют такие люди, и мы им доверяем, а потом у нас открываются глаза, и прежде чем мы себя из этого щебня соберем воедино, это не всегда быстро период происходит. Часто это длительно. Как мы все себе задаем вопрос, как я мог быть таким слепым, или как мог поступить так человек. Вот, мои дорогие, будьте внимательны. Что же на ваши достижения? Вообще-то выход из лабиринта. Это прежде вот как будто мы плутали, блуждали, каждый раз утыкались в стену, думали, что сейчас там дверь, а дверей нет. Но вот теперь перед вами как Вселенная врата открывает. Но это, знаете, это правда может быть связано с какой-то новостью, информацией. И, возможно, информация – это как первая ступень, а вторая ступень – это ваше решение, дальше решимость, и мы уже переходим как будто к действиям. Но это не происходит очень быстро. Тут, правда, какая-то по работе ситуация, по документам, по каким-то соглашениям. Опять же, мечи, мои дорогие. Тут явно себя нужно сохранять свои финансы. Я пытаюсь провести уже какие-то параллели. И мечевые карты нам говорят: слушай свою интуицию и будь настороже. Ты найдешь, дорогой Скорпион, выход из какого-то положения. Это точно. Тебе буквально пространство помогает выйти из тупика, из какой-то путаницы, лабиринта, назовите как угодно. Ну, значит, даже если мы смотрели на работу, да, или какие-то, ну, может быть, важные документы вам нужно подготовить, а эти документы строятся на том, что вам кто-то должен подписать другие, предыдущие документы или дать какое-то согласие. Такое ведь тоже бывает. И как только некоторые люди видят, что ты от них зависишь, они начинают как-то себя действовать, ну, не очень красиво. Но вам, видимо, и, может быть, кому-то придется договариваться. И уже где-то внутренне эмоционально кажется: ну, я бы тебе сейчас как минимум все сказал. А нельзя сказать, надо быть хитрее, ну, как будто так, понимаете? Тут все, знаете, идет своим каким-то чередом, и ведут невидимые могущественные силы. Но, несмотря на то, что сложновато, для вас-то все равно выход из этого лабиринта определенно будет. И главное, выздоровление. Значит, э, вот есть такая поговорка: кошка скребет на свой хребет. Вот если какая-то кошка, мои любимые скорпионы, где-то там скребет, нехай скребет. Она, ну, мы сталкиваемся с таким. Или мы пытаемся в таких случаях долго объяснять, или чтобы человек нас понял: не делай так, нужно как-то по-другому. А тогда тот человек может быть более изворотлив. Вот вы даже такими, вот понимаете, методами не создайте себе больше каких-то, ну, закрытых тем. Тут для вас нужно владеть самому информацией, и у вас это получается. Давайте знаки судьбы. Ну вот первый знак судьбы: если дверь где-то закрывается, ты туда не бейся. Нам человек буквально показан. Сейчас он молотом как маханет, как ударит по этой кладке, она разлетится. А карта говорит: нет, то, что ты увидишь вот там, за этой кладкой, за дверью, когда-то, да, или с дверным проемом, совсем не обязательно тебя порадует. Иногда эту карту я называю информационного хаоса. Вы будете слышать разное. Вас могут специально, может быть, зная ваш характер, где-то цеплять. К этому тоже нужно быть готовым. Но карта однозначно говорит: не пытайся реанимировать какую-то прошлую ситуацию, не пытайся еще раз кого-то вразумлять, участвовать, да, или не поддайся на какие-то уговоры, как вы, как словно таран для этого человека будете. Я такое вполне могу допустить, мои дорогие. Поэтому продуманные действия. А если где-то и закрыт этот путь, или закрыта эта дверь, ну и ладно, а нам туда и не надо. Будьте внимательны. Тут действительно вашу независимость, она зависит напрямую не от ваших действий, еще раз повторяюсь, а может быть от вашего где-то умения отступить полшага назад и сохранять себя самого. Второй знак судьбы. Будьте готовы к неожиданностям. Рыцарь жезлов – это всадник, конечно. Это могут быть скорые новости, это может быть приезд какого-то человека, может быть и так, что вам куда-то срочно нужно будет отправиться, и правда.
Видимо, как, знаете, посмотреть в глаза собственной тени. Может быть, вы не хотите каким-то вопросом заниматься, но, слыша информацию, вам нужно ее срочно перепроверить. Перепроверить, как в отношении вас работает закон, что-то прояснить. И значит, нужно оставить какую-то рутину и переключиться на какой-то другой проект или просто на другой вопрос. Идет по рыцарю жезлов вот такое значение. Это как совет карта даже дает. Будь готов вот к этим неожиданностям, в том числе и как будто изменить, может быть, на какой-то отрезок времени свое направление, да, занимался одним, переключился на другое. Или будьте внимательны в дороге, особенно те, кто за рулем. Тут тоже могут быть такие персонажи, знаете, которые устраивают слалом на дорогах, или какой-то непонятный скоростной режим, или просто люди ведут себя странно. Люди вас могут удивлять, мои дорогие скорпионы, но и обстоятельства тоже. А вы должны быть к этому готовы. Вы должны как будто для себя самих просчитывать всех чудаков на пару шагов вперед тоже. Но это как знак судьбы. Третий знак судьбы. Ну, точно все то, что я сказала. 16-й аркан. Знаете, по нему башня. Вот действительно не удерживайте то, что пытается уйти. Не пытайтесь кого-то перевоспитать, кого-то вразуметь даже. Тут самому нужно словно успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. А вообще, что это такое? И зачем это моим любимым скорпионам надо? Что это такое? Ага, тут это вашу силу прямо, посмотрите, приумножают. Значение карты, как у карты мага. Да, дверь закрыта, но она избранным открывается. И страж дверей, ключа нет. Страж дверей лев. От того, как мы договоримся с собственным эго, со своими эмоциями. Дипломатия, да, нам помогает открыть эти двери. Лев не чувствует агрессии, поэтому подчиняется деве. И все то, что она хочет, она получает. Я долго об этом говорила. Сохраняйте самих себя. Два старших аркана. У вас очень сильная позиция, но вы можете находиться в какой-то нестандартной обстановке. Может быть, эта обстановка какой час будет из этих 10 дней, но это какая-то может быть кульминация. А вот и правда, вам куда-то не надо. Вас могут призывать, уговаривать. Еще раз отчасти, смотрите, две карты похожие. Жезлы, да? Это когда мы сами, вооружившись вот этой кувалдой, пытаемся пробить эту кладку. А здесь нам могучий кентавр. Да, иногда рыцарь мечей означает нежданных гостей, мои дорогие, самых разных. Иногда это и на работе, может быть, да, контакты с какими-то, иногда я говорю, проверяющие. А может быть, это ну, какие-то визитеры, которые касаются просто вашей личной жизни. Может быть, соседи даже, да, которых, ну, не хочется видеть, он зачем ты явился, или она. Тут такое тоже может быть. И приносят какую-то информацию, кстати. Вот это да. Все-таки рыцари мечей несут информацию. Но они сами по себе. Вот есть такое значение, пусть не в этой колоде. Бунтарь без причины. Причины нет, но он бунтует. У вас два рыцаря. Вы можете столкнуться даже где-то в дороге или действительно на пороге вот с таким человеком, который вам... И это ведь не обязательно, что он правду говорит. Ваша задача по рыцарю мечей, и это будет с плюсом, когда вы сами ищете правду, истину, и вы ее находите. У вас ситуация в эти 10 дней, ну, наверное, как ключевая фраза «Секретные материалы». Ну, кто помнит такой старый достаточно сериал «Истина где-то рядом». Вот у вас она где-то рядом. Но поэтому и ваша чуйка, и одновременно поиск информации, может быть, и наблюдение. Вот смотрите, у вас оказывается на дне колоды карта император. Вы можете еще и сильными мира сего как будто общаться или какое-то сотрудничество, обращение, может быть, в какие-то инстанции или представители власти. Вы тоже можете столкнуться с разными. Но, может быть, и вы сами строите карьеру. Ну, тогда вообще вот это вот такие энергии для вас совершенно необходимы. Вообще у вас какая-то перезагрузка, новый жизненный этап. И тогда карта башня. Ведь это прообраз тюрьма, ограничения. Вот эти ограничения, может быть, ну как час за часом или день за днем падают. Мы пока этого не видим. Но самое главное, что подразумевается по этой карте, когда мы можем оставить даже, да, то место, где мы находились, или
переключиться на другой вопрос или задумаемся о поездке, переезде. Это, кстати, тоже идет по нулевому аркану, но изглупить-то мы, мои дорогие скорпионы, тоже не должны. Перекладывайте на себя. Буду благодарна вашим комментариям. Совершенно неожиданный прогноз. Ну, предупрежден, вооружен. У вас, тем не менее, сильная позиция, это правда. Но каким-то хитрым способом вам нужно действовать с 1 по 10 сентября. Перекладывайте на себя. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.